Привет! Сейчас покажу, как делать вот такие босые звуки. Такой звук часто называют нейробасом от использования в драм-н-бейсе типа нейрофанк. Ну, не только там, конечно. Как вы сейчас услышали, можно получить звук, который можно назвать органическим, и он похож на звуки из фильма «Чужой против хищника». Погнали в DAW, буду создавать звук и объяснять процесс. И как я написал в комменте под одним из видео, слить все секреты – цель этого канала. А начну я с такой памятки по нейробасу, которая вообще много где светилась, я ее просто перевел на русский. И здесь написано, каким образом создавать нейробас. Что сначала берется исходная волна, она чистая, полная, гармонически богата, в основном это какая-нибудь пила или еще что-нибудь, может быть, какие-то видоизменения. В общем, какая-то волна, которая имеет очень много гармоник. Дальше она расстраивается, делается у нее какое-то движение с помощью спреда, унисона, FM-синтеза, может быть, это изначально какой-нибудь wavetable. Дальше вот здесь вот зеленым выделено некие обработки. Во-первых, это движение фильтров, band reject, то есть notch какой-нибудь, и также здесь нарисовано, но не написано, это boost частот. И вот эти вот фильтры, они как-то двигаются, они как-то анимируются, модулируются. Таким образом создается их движение. Также можно модулировать low-pass и high-pass на самом деле тоже. А это все покажу. Дальше это разделяется на частоты. Как правило, чистый саб, он никак не обрабатывается. Обрабатывается серединка, где всякие нотчи и бусты, и также нотчи и бусты в верхах. Здесь написано теплые и средние, и шорох в верхах. Чтобы сделать теплые и средние, нужно, как известно, убрать верха, а чтобы сделать шорох в верхах, нужно там навести шороху, то есть перейти к искажениям. Искажение, собственно, следующий пункт, это сатурация, вейвшейпинг, дальше эмп, то есть какое-то усиление, может быть, это гитарные процессоры даже какие-то, компрессия, то есть вот здесь вот происходит всякое искажение вот этой вот всего, что мы натворили. Потом это все уходит в какие-то эффекты типа реверберации, здесь на самом деле и дилей тоже хорошо подходит. Комп-фильтры, хорус-фейзер – это все то, что тоже создает какое-то движение. Вот эти вот эффекты, они помогают подчеркнуть искажения и возникающие резонансы, размазать их немножко во времени и тем самым сделать заметнее. Также эффекты типа реверберации и дилея добавляют вариативности в волне, потому что на новую волну во времени накладывается ее уже прозвучавшая часть. То есть это из дилея или из хвоста реверберации. Дальше это уходит в ресэмплинг, и здесь есть два варианта. Если мощности процессора хватает, то можно не ресэмплировать, а вот этот вот результат снова пропустить через похожие фильтры, и, может быть, еще раз это повторять, этот процесс. Если процессора не хватает, то можно срендерить результат в вавку, и уже эту вавку снова прогонять через вот эти вот эффекты. Важная здесь подпись внизу, что это рекомендуемый порядок. И вообще это все какие-то рекомендации примерно, каким образом это все строится. И приветствуются эксперименты. Как именно можно это все нарушать, как можно это самому все сделать, я сейчас расскажу. Переходим в DAW, это Bitwig, но здесь на его месте может быть совершенно любая программа написания музыки. Я вообще никак не буду использовать ничего битвиговского. Если бы Faceplant был standalone, то есть отдельно запускаемой программой, то я бы ее запустил и все там показал. Теперь почему Faceplant? Потому что он наглядный. Все, что я покажу, можно сделать практически в любом синтезаторе, тоже в любой программе написания музыки, бесплатно. Мало того, можно это даже сделать на стоковых каких-то обработках, на стоковых синтезаторах. Это вообще не имеет никакого значения. Я чуть позже покажу, как это делается на стоковых каких-то процессах. Повторюсь, Faceplant, потому что это очень наглядно. Здесь в левой части добавляются осцилляторы. Они разные. Wavetable, можно сэмплы добавлять, гранулярный синтез или стандартные типы волн. Вот здесь они добавляются. Дальше сигнал уходит в обработку. Вот это вот три такие линии эффектов. По умолчанию они идут одни за другой, то есть сначала вот эти эффекты, потом посылается в линейку
вторую, потом вторая линейка посылается в третью и уходит на мастер. Но можно это как-нибудь поменять. Порядок я оставлю вообще все как есть по умолчанию. Внизу ставятся модуляторы. Модуляторы — это всякие агибайки, LFO-шки, Random LFO. Как я переключился на первую дорожку, и здесь у меня уже включен пресетик, который я быстренько накидал. Чтобы не тратить много времени, я просто расскажу последовательно, как он создается, этот звук. Буду включать каждый девайс один за другим, вы будете слышать изменения, и я буду объяснять, для чего каждый из этих элементов здесь существует, на что он влияет, и как и управлять этим всем, и как это будет влиять на звук. Также еще скажу, что у меня здесь на линейке эффектов подряд идут еще эффекты. Во-первых, это спецкрафт. Это что-то типа SUSE, DSEQ, Spectral Compressor. В общем, спектральная компрессия. Задается slope, на какие частоты он в первую очередь будет реагировать. Чем выше slope, тем сильнее он будет реагировать на высокие частоты. Чем ниже 0 дБ на октаву будут захватываться низкие частоты. Вернее, так будут захватываться все, но поскольку нормальное распределение частот — это примерно розовый шум, логично, что будут захватываться больше низкие частоты. Здесь можно поставить на вкус что угодно. Я примерно начинаю с 50%, дальше уже подстраиваю как хочется. Адаптив я не люблю. Хорошая штука, чтобы не жестко срабатывало, а чуть заранее. Q — это насколько будет частокол вот этого спектральной компрессии, золотая серединка, 70%. Лучше поставить минимальную атаку, релиз около 50 миллисекунд, тоже как хорошая отправная точка. Для чего это нужно? Когда генерируются звуки, вот эти вот нейрофанковые басы, достаточно много может вылезти каких-то не очень приятных резонансов. И вот этот вот спецкрафт, спектральная компрессия, очень хорошо помогает их обрезать. Как правило, внизу ничего не надо исправлять, поэтому у меня здесь стоит хай-пас. Внизу этот плагин вообще не срабатывает. Для самых таких противных частот в районе 3,5 кГц стоит небольшой подъем, чтобы сосредоточить внимание этого плагина на этих частотах и здесь побольше вырезать этих резонансов. Это такие дефолтные установки, в целом можно им и не пользоваться. Может быть, я его даже сейчас и вообще отключу, чтобы мы слышали звук в оригинале. Потом я включу, чтобы вы услышали разницу. Следующим у меня здесь стоит Newfangled Audio Elevate. Это мультибенд лимитер. Мультибенд лимитирование для нейробасов, мне кажется, это вообще очень важная штука. Я думаю, что пока что звук даже не будет доходить до этого лимитера, поэтому его можно оставить включенным. Также здесь я поставил Shaper Box, в нем просто стоит scope, настроил его на MIDI, какую ноту играю, такую ноту мы здесь и будем видеть, то есть волна будет фиксироваться. Закрываю это все, оставляю на экране пока только фейсплант, ну и давайте посмотрим, что здесь происходит. Здесь добавлен осциллятор Wavetable, у которого выбран пресет Saw to Square. Из обычной пилы плавненько переходит в квадрат. Я эту волну устанавливаю где-то посерединке на 128 фрейм и модулирую вот эту вот позицию через Random LFO. Вот этот Random LFO, он много к чему здесь привязан, мы это еще все посмотрим. Smooth на 100%, потому что если его сделать таким, он будет резко скакать. Он плавненько вот это вот модулирует. Это было сейчас хорошо заметно на спектрами, волна теряла четные гармоники и снова их приобретала. Дальше здесь видно, что фаза модулируется, но сейчас она никак не модулируется, потому что здесь выключен вот этот вот еще один осциллятор. Это тоже Wavetable, Saw to Square, тот же самый, я просто продублировал, но здесь я зашел в режим редактирования волны и убрал первые гармоники, первые 3 гармоники. Пила превратилась вот в такую волну. Здесь она вот такая вот. Я включил Unison Mode, всего 2 голоса, немножко детюнил, немножечко спред. Эти параметры замодулированы другими Random LFO. Это все одинаковые Random LFO. У всех примерно, только вот у этих двух они немножко побыстрее двигаются, а все остальные, вот этот, и этот, и этот, у них 1 Гц. Частота их колебания. И здесь я не советую ставить много Random LFO и в основном всеми параметрами управлять минимальным количеством этих LFO-шек. Как видите, вот эти вот LFO, которые
достаточно быстро колеблются, они не так много чем управляют. Здесь чуть позже это будет видно. Для чего нужна вторая вот эта вот волна? Для того, чтобы создавать немного стереоэффекта в верхних гармониках. То есть у нас низ остается как можно монофоничнее, вспоминаем шпаргалку по нейробасам, а верх, он уже стереофоничен. И здесь немножечко меняется детюн, немножко меняется спред, звук становится более стереофоничным. Также здесь замодулирован уровень громкости от 0%, вот здесь вот рыженьким под курсором видно, до 53% громкости. То есть это стерео как бы подбавляется. У него модулируется еще фаза, чтобы еще побольше создать движение. В результате звук получается вот такой. Что здесь еще можно сразу сделать, это поставить полифонию один голос, легато, и сделать band range сколько угодно. В общем, у меня здесь 13 задано. Я открою клавиатурку, чтобы вам было лучше видно, что я нажимаю. И если я нажму здесь, например, ноту фа и подвигаю pitch wheel, то будет довольно интересный уже звук. Но пока, конечно же, скучный. Дальше я здесь по привычке ставлю микс, который инвертирует волну. Здесь изначально, видите, соп срывается вниз, потом плавно поднимается, ну, то есть такая форма волны. А инвертирование волны делает так, что волна резко выдвигает динамик вперед, и потом он уходит назад. То есть это простое инвертирование волны, ничего особенного. И дальше начинаются самые интересные вещи. Это подряд стоят фильтры. Это фильтр, distortion, фильтр, distortion, фильтр, distortion. И все параметры здесь модулируются. Пока вот этот вот включать не буду, включу его только в самом конце, послушаем. Такой довольно интересный момент, который показывает то, что, в общем-то, может быть и не обязательно создавать вот здесь вот звуки настолько богатые гармониками. Ну, послушаем, как это все звучит. Включаю подряд эти фильтры. Это notch, который модулируется Random LFO. Уже интересный звук, дальше загоняется в овердрайв, можно выбирать здесь saturate, overdrive, но нежелательно выбирать какие-то фолдбеки, потому что волна очень сильно начинает искажаться, и не особо она становится квадратной. А saturate, видите, оставляет эту волну квадратной. Драйв модулируется, звук получается постоянно меняющийся, интересный, такой живой. Здесь сразу возникает желание прибавить спред, разницу между искажением левого и правого канала. Это добавляет крутой стереоэффект, но на первых порах, вот здесь вот при генерации звука, лучше этого не делать. Но послушайте, как это звучит. Лучше здесь оставлять монофоничным, насколько это возможно. Дальше это загоняется в следующий фильтр. Это уже не notch, а boost и notch. Здесь меняется гейн, и он становится то нотчем, то бустом. Можно поменять здесь Q, можно не менять, можно и замодулировать этот параметр. И меняется частота, вокруг которой вот эта вот обработка здесь происходит. Дальше это снова загоняется в еще один овердрайв. Потом еще один notch, еще один distortion. Все это управляется разными LFO. Вот здесь вот у меня их 3 штуки по количеству фильтров. Вот раз фильтр, 2 фильтр, 3 фильтр. И эти же Random LFO по-другому немножечко управляют вот этими драйвами. И получается, что все они немножечко по-разному меняются, но по какой-то одной и той же схеме, поскольку этих Random LFO всего лишь 3 штуки. Дальше стандартная гибайка, прямо привязанная к этому осциллятору. Я ее здесь не меняю, но если хотите, можете поменять, например, там релиз увеличить. Здесь я обычно увеличиваю гейн, по умолчанию он поменьше, я ставлю около нуля, чтобы достаточно такой громкий звук уходил в обработку. Хочу здесь обратить внимание, что в самом конце я ставлю компрессор и лимитер. Довольно маленький атака и релиз, достаточно высокий рейшо для того, чтобы скомпрессировать сигнал заходящий. И
Дальше все это отправляю в лимитер. Можно 0 поставить, можно чуть-чуть прибавлять гейна, чтобы звук точно не вылетел за пределы 0 дБ. Вот здесь вот всегда оставляю, сворачиваю и забываю в целом. Теперь к обработкам. Включаю первый лейн, пока выключу все. И первым здесь стоит фатуратор. Это такой дисторшн, у которого несколько ручек, драйв, фьюз, какое-то окрашивание. Естественно, у него есть микс, сколько его подмешивать, и стерео-турбо, то есть разница обработки в правом и левом канале. Стерео я оставляю в минимуме, микс можно подмешать. Микс я вручную вращаю, это специально, хотел показать вам, как его замодулировать. Вот так вот берется здесь плюсик, и вот таким вот образом модулируется. И потом после сворачивания Random LFO это можно свободно вот здесь вот докрутить, поставить сколько нужно изменения значений. Следующим я обычно ставлю фильтр на низкие частоты. Он по желанию, его можно включать, выключать. Это служит для того, чтобы иногда выключать низкие частоты, чтобы оставались только средние. Создает какой-то интерес в звуке, чтобы не постоянно давило, а чтобы была какая-то вариативность. Но иногда хочется, чтобы бас всегда давил своими низкими частотами, и поэтому этот фильтр можно просто отключить, и он не будет работать. А следующий фильтр – это обратный фильтр. Это low pass. И у него здесь модулируется не только его кат-офф, модулируется еще и Q. И вместе они звучат вот так. Следующее, самое интересное, это разделение на частоты с помощью мультипасс. Давайте посмотрим, что внутри мультипасса. Мультипасс — это такой девайс, который разделяет весь спектр частот на нужное количество полос. Здесь их не больше 5, сейчас включено 3. Разделяется на низ, примерно до 300, 250, 300 Гц. Это, в общем, не супер важно, и это еще и модулируется здесь. Следующая опорная частота где-то 2,5 кГц, 2-3, в общем, это не супер важно, это тоже здесь модулируется. Бас, мы здесь слышим только мид, бас в моно. Здесь дальше стоит у меня трансгейт, он, правда, выключен, его можно вообще отсюда удалить. Следующим здесь стоит трехполосный эквалайзер, который среднечастотный вот этот вот диапазон разделяет еще на 3 части. Я обычно смотрю, сколько здесь показывается, и прям на вид просто разрезаю вот так вот. Вот эти low, mid и high, они регулируются с помощью вот этих вот 3 Random LFO. Довольно неплохо звучит. Пока сверну эти Random LFO, потому что здесь есть еще 4 Random LFO, которые привязываются ко всем остальным параметрам. Следующее — фильтр Table. Совершенно не обязательная штука, можно ее заменить на что-то другое, но это просто вот такой чистокол фильтров. Это можно заменить какими-нибудь комб-фильтрами или тот же Slice EQ, до которого чуть позже дойдем. То есть это просто вот такая вот фильтрация частот, которая замодулирована тоже кат-офф, резонанс и какие именно вот эти вот частоты будут отрезаться. То есть, по сути, это как будто бы вот такой вот эквалайзер с очень большим количеством нотчей, бустов. И вот он такой еще весь меняющийся. Все пока отключу. Сделаем mute, mute. И саб вот такой. А серединка вот такая. Дальше идет фейзер. Стандартный фейзер, 50% микса, не очень большой депс. Следующим идет dual delay. Это дилей, который и в правом, и в левом канале. Есть спред, разница между каналами, здесь она модулируется. Модулируется фидбэк и модулируется подмешивание. А также модулируется время в достаточно широком диапазоне. Можно здесь тоже по вкусу это менять, но слишком большое эхо, это может как-то не очень хорошо влиять. Хотя иногда довольно-таки интересно слушается. Я, оставляю до 200 миллисекунд здесь. Следующим я ставлю реверб.
у которого модулируется микс. Поменьше ставлю size, чуть поменьше ранних отражений. Демпен — это его затухание верхних частот. Это можно, кстати, замодулировать. Давайте замодулируем. Decay не такой длинный, чтобы хвост был недолгим, потому что если сделать долгий хвост, у него долгое послезвучие будет. Хотя это тоже иногда интересно звучит, когда какой-то еще дополнительный дисторшн срабатывает, и тогда хвост еще дистортится. Дальше идет Slice EQ. Это тоже комплект из нотчей и бустов. Как видите, он здесь тоже замодулирован весь. Если его открыть, то вот здесь видно, что это notch, notch, boost. Открываем фильтры и видим, что замодулирован кат-офф у всех трех. Таким образом создается вот эта вот какая-то органика, живость, перетекание звуков. Потом здесь стоит еще один реверб, у него очень много чего модулируется, просто по вкусу, можно обойтись без него. Ну и дальше distortion, тот же овердрайв, ничего у него здесь не модулируется. После него снова стоит Slice EQ, но в отличие от первого Slice EQ, у него другие модуляции. И если нотчи они вырезают какие-то частоты, то вот эти бусты, они создают некие резонансы, за которые цепляется дисторшн, и появляются вот такие интересные призвуки, характерные для нейробаса. Дальше здесь стоит еще один фатуратор. У него стоит маленький фьюз, потому что фьюз делает слишком кричащим звук. Потом здесь просто драйв, color, тоже замодулированы всеми теми же модуляторами. И это та самая концепция, когда идет notch boost, distortion, notch boost, distortion. И это мы сейчас слышим только средние частоты. Все остальное замьютировано. И поскольку в результате всех этих дисторшенов и сатураторов появляется достаточно большое количество гармоник, их хочется фильтрами еще как-то подрезать. Здесь стоит такой band reject, а последним стоит фильтр, который отрезает низкие частоты. Обычно я здесь как раз для того, чтобы ограничить количество верхов, я здесь ставлю еще один фильтр. Вот так вот решил я при вас его поставить, который отрезает высокие частоты, но вот этот кат-офф я тоже модулирую. Можно взять какой-нибудь модулятор, вот этот, вот так вот, и немножечко замодулировать Q. Слегка-слегка. Вот так. Включаю низ. Теперь верха. Они проходят тоже через фильтр Table. Это тоже комплект нотчей и бустов. Здесь можно использовать комп-фильтры, фленджер или фейзер. Ну, в общем, по желанию. И здесь тоже замодулированные кат-офф, и резонанс, и подмешивание, и сама вот эта вот волна. Фильтр подчеркивает какие-то резонансики, чтобы звук как бы немножечко так вот покусывал. Классный эффект, когда не всегда высокие, а вот они немножечко такие воп, чуть-чуть вот как-то вот врезаются и снова исчезают. И все это вместе звучит вот так. Уже неплохо, но продолжаем. Как было нарисовано вот в этой схемке, мы ресэмплируем и повторяем процесс, но поскольку проца хватает, то я не рендерю, а продолжаю обработку. Звук заходит в следующий мультипасс. На самом деле я взял вот этот мультипасс, скопировал его сюда. Как видите, он довольно похож на то, что было, но с некоторыми изменениями. Я здесь убрал эквалайзер, который FreeBand EQ, добавил сюда frequency shifter немножко, убрал дополнительные какие-то сатурации, убрал дополнительно, здесь было несколько Slice EQ, 2 штуки, я их убрал, поставил здесь notch,
фатуратор. Ну, в общем, очень похоже вот это вот все. И здесь другие таблицы в фильтр-тейбле стоят, то есть другой комплект вот этих вот нотчей и бустов. Но опять-таки здесь монофоничный бас ниже там 300 Гц. Ну и, в общем-то, все остальное такое же. То есть я звук, который был, я его пропускаю через похожий набор фильтров. Естественно, здесь тоже куча вот этих вот random LFO, которые привязаны не ко всему, хотя можно, в принципе, их привязать и к фейзеру, и даже к frequency shifter, но в основном они привязаны к эквализации и к реверберации. Как вы видите, здесь в каждом мультипассе свой набор random LFO. Это не всегда круто, потому что для консистентности нейробаса лучше использовать не очень много random LFO. Я это говорил в начале. Можно использовать вот эти 3 или, может быть, здесь 4-5 и их передавать внутрь мультипасса. Сделать это можно довольно-таки просто. Я покажу как. Например, хочется поменять уровень ранних отражений в ревербераторе. Я прицепляю вот этот макро, я его сначала поменяю, чтобы он был плюс-минус, поставлю на 0, прицепляю этот макро к ранним отражениям, вот сюда. И мы видим, что вот этот макро 3 появился вот здесь вот. И теперь вот этим random LFO я модулирую вот этот макро. Нужно это сделать здесь на 50%, чтобы плюс-минус 100 было. Вот рыжим показывается плюс-минус 100. И теперь вот этот вот модулятор внесен внутрь мультипасса, и мы видим, что вот этот макро, который можно подписать как-то, он начинает модулировать ранние отражения. Таким образом, можно внутри в хосте фейспланте сделать вот эти random LFO и их через макро использовать для модуляции вот этих всех параметров и не создавать здесь random LFO вообще. Но конкретно вот этот звук, который я сейчас сделал, он такой органичный, очень у него много каких-то внутри мутаций, поэтому я использовал здесь максимальное количество разнообразных random LFO. Идем дальше, еще одна реверберация, у нее модулируется и ширина, и раннее отражение, и самое главное, что подмешивание, но не больше 20%, 20-25%, вот такой звук получается. Дальше это заходит в второй лейн. Здесь стоит еще один мультипасс, но он очень мало чего делает. У него, видите, подмес его не такой, не очень большой. А внутри эффекта здесь стоит, опять-таки, монофоничность баса. И дальше бас загоняется дополнительно в лимитер, чтобы создать плотность этому басу. То есть, если он по уровню проседает слишком сильно, то он не будет проседать слишком сильно из-за лимитера. То есть я добавляю 8 дБ на вход и немножко компрессирую таким образом саббейс. А здесь, вот в этой обработке, я добавил еще один мультипасс. Такая матрешка получилась, где разделяю вот этот вот весь спектр средний еще на 5 частей, добавляю 13 дБ. Тут на самом деле можно и больше добавить. Давайте добавим сколько? 30 максимум можно добавить. Все они залетают в лимитер, и это получается мультибенд лимитирование средних частот. Дело в том, что из-за вот такого вырезания нотчи-бусты, здесь появляются провалы разные, и чтобы их скомпенсировать, вот можно использовать такой мультипасс. Не всегда это нужно. Смотрите на вкус, я просто решил вам показать максимум того, что можно сделать. Вот. И иногда здесь хорошо работает обратный вот этот гейн, то есть снова опустить после работы вот этого эффекта, снова немножечко прибрать звук. Я иногда еще прицепляю это к макро, делаю вот здесь вот на минимум, прицепляю вот так вот и получаю в 50% гейн как раз 0. И потом вот этим макро регулирую, сколько мне здесь этих средних частот нужно. Давайте я вот так вот уберу и послушаем чисто с ним.
То есть, если убавить совсем, то довольно мало средних частот, но можно прибавить здесь средние. Вот эти резонансы, они подрежутся лимитером, и звук выровняется. Послушайте. Дальше это уходит в еще один слайс EQ, уже вам известный, 3 нотча, наверное, 1 буст, кажется. Да, вот 4 точки. Это еще раз заходит в дисторшн. Опять нотчи, бусты и дисторшн. Что здесь еще можно добавить? Вот здесь вот отключено у меня 2 модулятора. Первый из них это Envelope, который работает на мастер pitch. Это как pitch-дроп в бочке, когда бочка, когда срабатывает, у нее резко она высокая и сразу падает к своей тональности. Вот это самое здесь и сделано. Здесь увеличивается на 26 полутонов, почти на 2 октавы. И это приводит к интересному звуку, когда этот бас, он в самом начале такой немножечко пинается. И это можно подрегулировать, насколько много хочется сделать этого эффекта. А второй вот этот модулятор, это я перехватываю здесь pitch wheel, то есть вот это колесо питча, чтобы ускорять тайминги всех рандом LFO. Сейчас, если я буду задирать кольцо питча, то вот эти все модуляции, они как модулировались 1 Гц, так и продолжают. Если я включу, то вот тут вот привязано это все к рандом LFO, и при увеличении питча будут увеличиваться вот эти вот эта скорость. Нужно увеличить, правда, вот этот вот диапазон, чтобы это сработало. И вот смотрите. И это сразу сказывается на звуке. Причем самое интересное, что вот этот pitch wheel я сделал вообще везде. То есть он существует еще и вот здесь вот. То есть вот этот pitch модулирует все. И во втором мультипассе тоже есть pitch. Это вот здесь вот происходит привязка. И таким образом вот этот pitch wheel я прокидываю внутрь мультипасса, и он здесь тоже регулирует скорость всех этих LFO. Нравятся мне вот эти вот хвосты реверберации. Вот такой получился патчик. Я выложу его у себя в телеграм-канале. Кто хочет, поковыряйте. Но здесь я хотел показать вам следующее. Во-первых, спецкрафт. Он сейчас нам подрежет немножечко резонансы. И сделает это довольно приятно. Теперь для чего нужен Newfangled Audio? Здесь можно добавить инпута и превратить эту волну более в квадратную. Смотрите на Shaperbox. Превращение волны в квадратную – это значит увеличение LUFS. Посмотрите мое видео, как сделать громко.
Ну, пока оставим какое-нибудь минимальное значение. Под конец я решил показать вот этот вот фильтр. И сейчас буду крутить ручку котов. Послушайте, что будет со звуком. По идее, это обычный бэнд-пасс. То есть я вообще выключаю все гармоники. Волна получается очень плавненькая. Понятно, что здесь дисторшн, и появляются всякие гармоники. Но все равно волна достаточно такая органичная. Послушайте. А если задрать Q и сделать побольше слоуп, то можно создавать такие дикие резонансы и такие странные звуки, от которых вообще мозг выворачивается. Дальше у меня здесь стоит на мастере всегда роллинг сэмплер, в котором вот это все записано. Я могу это быстренько вот так вот перетащить на дорожку. И все, что я только что наиграл, можно нарезать и использовать в треке. И дальше уже вот это вот можно загонять в еще один спектральный компрессор. Дальше это можно мультибенд лимитер к этому применять. В общем, нарезать и получить какую-то интересную мелодию, сыгранную вот так вот на вот этом басу. Теперь посмотрим, как это все сделать на бесплатных или стоковых плагинах. Здесь используется в начале Vital. У него примерно все то же самое. Здесь стоит пила, и потом пила с выключенными частью гармоник первых. Модулируется левел. В общем, все то же самое, что я делал в фейспланте. Унисон 2 волны, и сколько-то они здесь раздвинуты для создания стереоэффекта. Дальше здесь стоит эквалайзер с нотчем, стоит сатуратор, бесплатный сатуратор от Мельды. Я это повторяю несколько раз. Эквалайзер, сатуратор, эквалайзер, сатуратор. Здесь разные нотчи, которые модулируются Random LFO. Сделать это можно много как, по-разному. Вы знаете свою DAW лучше, чем я. Дальше здесь стоит мультибенд, в котором в low убирается сайд. Здесь можно даже только оставить mid. Вообще не минус 24, а просто сделать засолировать. Все это загоняется в пик-лимитер. В миде происходит всякая обработка. Здесь стоит frequency shifter. У него стоит еще резонанс внутри на WET-FX, то есть то, что WET-сигнал из него выходит, он еще дополнительно вот так вот обрабатывает. Стоит дилей, так же, как я ставил дилей внутри фейспланта. Стоит сатуратор, это встроенный. Стоит встроенный ревербератор. У него здесь вот такой вот LFO, который модулирует микс. Дальше здесь еще одна эквализация. Можно, кстати, вот так сделать. Вот и все, здесь больше ничего нет в биде. А в хай здесь так же, как я делал раньше, обрезаются высокие частоты. Здесь, кстати, можно поставить какой-нибудь фильтр. Например, воткнуть сюда фильтр Plus. И поставить сюда какой-нибудь комп-фильтр. И здесь его замодулировать. Взять Classic LFO, переключиться в рандом, замодулировать. Можно почаще сделать. Вот так. Можно еще и закомпрессировать даже. И фидбэка навалить. И после этого стоит спецкрафт и Newfangled Audio. Так же, как и было. И вот этот мультибенд, его можно здесь просто повторить.
Это быстрая такая сборка. На самом деле можно немножечко углубиться и сделать больше похожим на то, что я делал в фейспланте, но то, что можно за 5 минут собрать, я вот тут продемонстрировал. Но еще хочу сказать один интересный нюанс. Вы можете создавать таких патчей много, каждый раз начиная с самого начала. И каждый раз у вас будет получаться немного разный звук. Где-то вы будете подчеркивать какие-то резонансы, где-то у вас будет больше дилеев, где-то больше дисторшена. Что все время звук будет разный. И потом, засэмплировав все вот эти звуки, поиграв ими, вы соберете какую-то вот такую сложную мелодию, сложный какой-то вот этот вот бас, который и вставите в свой трек. Кстати, в самом начале видео бас, который я продемонстрировал, состоял из 6 разных патчей. Там был и Faceplant, и Vital, и Bitwig Grid. Надеюсь, это видео было вам полезно, и не забывайте оставлять комментарии. На этом у меня все. До встречи в следующих видео. Пока.